Всем привет! Меня зовут Ольга. Добро пожаловать на мой канал. Друзья, посмотрите, у меня есть 100 долларов, 100 долларов, 100 долларов. Как правильно? Совсем скоро мы узнаем ответ на этот вопрос, потому что сегодня мы будем учиться считать доллары. Вы любите доллары? Я очень. Ну что, поехали! Доллар – это существительное. Когда мы считаем доллары, называем количество долларов, то есть отвечаем на вопрос, сколько долларов у нас есть. Говорим о цене, о стоимости. Например, сколько стоит кофе. В этих случаях нам нужны только 3 формы слова «доллар». Доллар, первый падеж – единственное число. Доллара, второй падеж – единственное число. И долларов, второй падеж – множественное число. Только эти 3 формы. Доллар, доллара, долларов. И все. Форма слова «доллар» зависит от числа. Что такое число? 5, 10, 100, 200 – это числа. Итак, если у нас есть число 1, мы говорим доллар. 1 доллар. Если есть 2, 3 или 4, будет доллара. 2 доллара, 3 доллара, 4 доллара. Если другие числа от 5 до 20, а также слова много, мало, сколько, несколько, мы говорим долларов. 10 долларов, 12 долларов, 20 долларов, много долларов. Итак, еще раз. 1 доллар, 2, 3, 4 доллара. Другие числа, а также слова много, мало, сколько, несколько долларов. Запомнили? Давайте вместе сделаем маленькое упражнение. Выберите правильную форму слова «доллар». Например, 1 доллар. Готовы? Давайте проверять. 4 доллара. 5 долларов. 11 долларов. 14 долларов. 19 долларов. Несколько долларов. Молодцы! Отлично! А сейчас очень важный момент. Сосредоточьтесь. Если у нас долларов больше, чем 20, пожалуйста, обращайте внимание на то, какое число идет последним. Число, не цифра. Последнее число – это очень-очень важно. Например, у меня есть 21 доллар. 21. Последнее число – 1. Поэтому мы говорим 21 доллар. То же самое. 31 доллар,
41 доллар, 101 доллар и так далее. Продолжаем. У меня есть 42 доллара. 42. Последнее число 2. Поэтому доллара. 153. 153 доллара. Потому что последнее число 3. 1004. В конце 4. Поэтому 1004 доллара. Но, пожалуйста, не путайте 1 и 11, 2 и 12, 3 и 13, 4 и 14. Например, у меня есть 101 доллар и 111 долларов. 101. Последнее число 1. Я слышу 1, 101, поэтому доллар. 111. Последнее число 11. Я слышу 11, поэтому 111 долларов. То же самое. 102 доллара и 112 долларов. 103 доллара и 113 долларов. 104 доллара и 114 долларов. Даже если у нас есть очень-очень много долларов, например, 1 миллион 52 доллара, это правило работает. В конце 2, 52, поэтому доллара. У меня есть 1 миллион 52 доллара. Итак, 1, 101, 201, 1001 доллар, 2, 3, 4, 202, 343, 184 и так далее доллара. Другие числа 11, 12, 13, 14 тоже здесь, а также слова много, мало, сколько, несколько долларов. Друзья, кстати, это правило работает с любыми существительными мужского рода с твердой основой. Например, 1 студент, 2, 3, 4 студента, 10 студентов. 1 билет, 2, 3, 4 билета, много билетов. 1 автобус, 2, 3, 4 автобуса, 5 автобусов. Здорово, правда? Выполняем упражнение. Выберите правильную форму слова доллар. Будьте внимательны. Смотрите, какое число, не цифра, идет последним. Например, 23 доллара. Последнее число 3, поэтому 23 доллара. Готовы? Давайте проверять. 4 доллара. 12 долларов. 301 доллар, потому что последнее число 1. 411 долларов, потому что последнее число 11. 83 доллара, потому что последнее число 3. 913 долларов, потому что последнее число 13. 17 долларов. 99 долларов. Сколько долларов? Отлично, молодцы! Следующее упражнение.
посмотрите на фото. Сколько долларов вы видите? Например, $1. 3 доллара. 5 долларов. 7 долларов. 50 долларов. 200 долларов. 51 доллар. 26 долларов. 72 доллара. Отличная работа! А сейчас посмотрите на фото и ответьте на вопросы. Сколько стоит чай? Чай стоит $1. Сколько стоит кофе? Кофе стоит $2. Сколько стоит сыр? Сыр стоит $5. Сколько стоит пицца? Пицца стоит $10. Отлично! И последнее упражнение. Посмотрите видео и ответьте на вопрос. Сколько стоит картина? Надо было хотя бы посоветоваться. Вы сказали, что вы нам доверяете. Ну да. Значит, я не отдам, все. Я взял с собой определенное количество денег. Я не рассчитывал на эту фигню. Я не знаю, в Москве отдам. Не, ну видно, что хорошая. Ну хорошая. Вот Камилю нравится. Может, мне тоже нравится. Только почему так дорого? Ты Тищенко. Что Тищенко? Модный художник Тищенко. И что? Тищенко. Тищенко, да. Не, ну я слышал. Ну, видно, хорошая, конечно. Да хорошая. Только я все равно в Москве отдам. Или сейчас нужно? Лучше сейчас. $50 давай и поехали. А остальное? Слава, она стоит $200, успокойся. Что стоит $200? Картина. Какая картина стоит $200? Эта картина стоит $200. Да? А почему она стоит $200? Это же Тищенко. А кто это Тищенко? Я не знаю. Я тоже не знаю. Правильный ответ. Картина стоит $200. Отлично! Друзья, это все на сегодня. Надеюсь, сейчас вы знаете, как правильно закончить предложение. У меня есть 200. Пишите ваши ответы в комментариях. Ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями. Спасибо. Пока-пока.